Весь мир уже следит за огромным людским потоком в России из зоны боевых действий в Донбассе и на Луганщине. В четверг глава Федеральной миграционной службы России Константин Рамадановский сообщил, что лишь в приграничных с Украиной регионах России находится порядка 400 тысяч беженцев. Тем временем в Госдепе США так внимательно изучает вопрос, что до сих пор путаются, кто куда бежит. А официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Джен Псаки, выходя на брифинг, нуждается в подсказках журналистов. Премьера нового эпизода сериала «Псакинг» состоялась в Вашингтоне в эту пятницу. Что до числа беженцев, то я ознакомилась с российскими сообщениями о беженцах, которые бегут из России. И мы видим, что это свидетельство... Нет. Бегут из Украины. Да, бегут в Россию. Извините, бегут в Россию. Так вот, хотя российская сторона и приводит данные о том, что беженцев уже от 5 до сотен тысяч, мы предпочитаем опираться на данные украинских пограничников и международных организаций, которые этого не подтверждают. Что далеко от Штатов, то очень близко к России. Более того, хоть формально беженцы с Украины и иностранцы, но все же понимают, что это наш народ, наши дети и наши старики. И словно к нам обращены заветные слова Александра Исаевича Солженицына. При всех условиях Россия ни в какой форме не смеет равнодушно предать многомиллионное русское население на Украине, отречься от нашего единства с ним. О том, что сейчас на границе с горем, из Ростовской области наши корреспонденты Вероника Богма и Ольга Мещерякова. Они только вышли из-под обстрела, и снова приходится бежать, спасать детей, уносить на руках, уходить с линии огня. И это не Украина, это суверенная территория России. Все случилось быстро и неожиданно. Наша съемочная группа работает в пункте пропуска Новошахтинский, который в пятницу подвергся минометному обстрелу со стороны Украины. Разбитые стены, пулевое отверстие в стекле. Беженцы толпятся у пункта пропуска, дети, сумки, коляски. И вдруг совсем близко разрывается воздух, и словно нечем дышать. Минуту назад обстрел снова начался. Взрывы слышны буквально в 300-400 метрах отсюда. Люди бегут, их срочно эвакуируют. Здесь, за шлагбаумом, останавливаются, пытаясь отдышаться. Вдруг приходит ощущение. Неважно, русский, украинец, ты дома, ты в безопасности. Но это не так. Территория простреливается. Дальше отходите. Растерянность. Куда отходить, если все осталось там, за чертой? Вообще ничего нет. Тут ребенок голый. Ничего. Где вы находились в этот момент? Ой, паспорта сдавали на контроль. Вот, и началась стрельба, и наши пограничники дальше все. Стрельба прекратилась. Страх сменился отчаянием. Приехали сюда и опять текаешь. Вон с детей, с инвалидом бежу, и с внучкой. И все, я не могу больше разговаривать. Мне плохо. Пропускной пункт Донецк-Изварино. Здесь не бегут, идут медленно, потому что нет больше сил. Война. Семья из Макарова 3 дня. Село бомбили, прятались в подвале. Едва затихло, бежали. Без света, без газа, без воды, без ничего неделю. Не возят, ничего нету. Ни еды, ни хлеба, ничего у нас нету. Твари достали уже нас вообще. Чего вы все молчите, чего вы боитесь сказать козлам? Ополченцев там нет. Они начали обстреливать просто по домам. Нас гвардия, да, которые нас защищают. Те, что нас и убивают. Ни за что. Юрий вывез жену из-под бомбежки. До последнего тянули. Наспех собрались, покидали в сумки, что успели. Женщине на границе стало плохо, но она все равно готова говорить, чтобы все услышали. Вы показывайте чаще нас. Там нас осталось столько много, деток много. И они просили, чтобы вы показывали, рассказывали всю правду. Пункт временного размещения Гуково. Семья из Славянска лишились всего, но главное, успели вывести детей. Города нашего нет, дом наш сгорел, застрелили нам снарядом каким-то. Чем были в том
Встали и пошли, потому что у нас вариантов не было. То есть или вещи у нас собирать трупы там, или сгребают там тракторами в ров. беспредел такой творится. Нацгвардия-то, я не знаю, разбивают дома, убивают людей. Они зачищают территорию, чтобы никого там не было. И все. Вот это мое личное мнение. А почему вот вы так говорите? Для чего зачищают? Это не вы одна. Для газа. Говорят, сланцевый газ, там самые большие залежи в Европе. Женщины, дети и старики, которые уже прошли свою войну, для них она началась снова. Металіст з-под щастя. Бім-бом витягли мене на лодку, привезли в город. А тут уже прийшлось у 5 тут тікати. Там б'ють по оглашеному. Війну пережила моя дітка, такого не бачила. Разве ж можна свій свого вбивати так? А? Сукины сыны, это разве ж можно? Визит высокого гостя, улыбчивый с добрыми глазами, представитель Верховного комиссара ООН Боиса Ваквойя прибыл в лагерь беженцев убедиться в наличии гуманитарной катастрофы. Сразу дает понять, он вне политики, он хочет помочь. И в ответ то, что, наверное, совсем не ожидал услышать. Помогите тем, кто в подвалах под обстрелом, кто гибнет от разрыва снарядов, кто остался там, без сил и надежды. Наш Верховный комиссар, он гуманитарный, он политикой не занимается. Приехали помочь нам или просто поговорить? Гуманитарный коридор. Цель вашего приезда, объясните. Почему, может быть, и вы это сможете сделать, почему никто из общественных организаций не осудил авиационные удары? Они уже не верят этим гостям с добрыми глазами и благородной миссией, пока там, на родине, идет война. Там люди умирают, они гуманитарную помощь нам. Ольга Мещерякова, Егор Выжлецов, Евгений Никонов. Вести недели. Ростовская область. На 14-м году службы в таможне у Александра Бодни появился второй день рождения. После того, как в ходе обычного поначалу дежурства ему пришлось выводить из-под обстрела беженцев. Пациент поступил после минно-взрывного ранения головы. Первичная помощь была оказана в Новошахтинской больнице. Сейчас состояние Александра врачи оценивают как стабильное. Характер пациента называют стойким. Артобстрелы и взрывы. Эвакуация людей. Это беженцы, женщины, в большинстве своем дети. Александр получил ранение от снаряда, угодившего в водонапорную башню. Вот первые кадры с места событий. Разгром. Ни одного неповрежденного здания. В стенах дыры разного калибра. Кругом куски железа, битое стекло. И все это на российской территории. В результате боя, который шел на территории Украины, боеприпасы попадали на территорию России в пункт пропуска Новошахтинск. В результате этого значительный ущерб нанесен сооружениям, зданиям и коммуникациям. Наш пункт пропуска Новошахтинск попал под обстрел в результате боя на сопредельной территории. Между ополченцами они взяли под контроль пункт Должанский для организации гуманитарного коридора и силовиками, которые в попытке отбить объект явно перестарались. А это звуки стрельбы уже в поселке Премиусском. 3 мины от соседей залетели на его окраину еще в начале недели, и с тех пор местным жителям нет покоя ни днем, ни ночью. Мои дети живут за поворотом. Я думала, дети горят. В окно ходила кругом. И оно так близко бабахнуло, что неимоверно. Стреляют, и днем стреляют, и ночью стреляют. Такая картина почти во всех донских приграничных хуторах и поселках, которые теперь стали еще и прифронтовыми. Да ми ж ночами не спимо, стріляють. Вони думають, що не чують сюди, чують же все. Самым коротким путем из Луганска через украинский Изварино в Ростовский Донецк идут и едут в день до 8 тысяч человек. Каково же удивление беженцев, что и здесь можно попасть под снаряд. Открывали люди окна ночью, когда мы тут стояли, когда обстреливали, и спрашивали, куда бежать. Мы говорим, мы к вам прибежали, а куда уже бежать дальше, мы не знаем. Украинские пограничники в количестве почти 100 человек тоже прибежали на российскую территорию, покинув охраняемый ими пункт пропуска Изварино. Здесь лежат автоматы, гранаты. Если бы украинские пограничники переходили на сторону России с оружием, это считалось бы вооруженным вторжением. Поэтому, подходя к шлагбауму, они оставляли его на земле.
А ведь именно эти стволы участвовали в боестолкновении, в результате которого под обстрелом оказались мирные граждане. Я ехала на автобусе, мы ехали через границу, вот, и там стреляли, все в автобусе положились на пол. Сотрудники пункта пропуска быстро приняли, пусть не вполне правильное с точки зрения закона, но единственно возможное решение – сначала вывести из опасной зоны людей, а уже потом разбираться с бумагами. В ускоренном режиме запустили всех, кто находился на подходе к пункту пропуска, таким образом фактически эвакуировав их из зоны вооруженного конфликта. Порядка 2000 человек сохранили свою жизнь и здоровье. Побывавший в Ростовской области руководитель администрации президента Сергей Иванов, встречаясь с беженцами, так описал ситуацию. Гражданская война, уверенно переходящая в геноцид против собственного народа. Никаких гуманитарных коридоров по-прежнему не предоставляется. Люди бегут кто как может, да? По дороге их обстреливают, там. Хотят просто выдавить людей, в основном в Россию. В течение прошедших суток из-за неконтролируемой стрельбы на границе закрывался пункт пропуска Гуково-Червонопартизанск. Заработал, но обстановка остается тревожной. Пограничники и таможенники работают, как говорят, по факту, когда соседи не стреляют. Вероника Богма, Антон Кичиджиян, Денис Денисов и Владимир Шимаков. Вести, Ростовская область.